Привет! Mabuhay ka kadala, надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я расскажу вам о том, что для меня самые сложные в изучении русского языка. Вы знаете, что самые сложные в изучении русского языка? Я думаю, что в русском сложные почти все. И во всем нужно очень долго разбираться, чтобы что-то понять. Правда, он настолько сложный, что после года занятий я была очень довольна, и что, по крайней мере, мой русский учитель русского языка заговорил по-английски. К сожалению, я не шучу. Ну, прежде чем я начну, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал. Русский алфавит. Иностранный язык всегда начинают, конечно, изучать алфавита. И обычно это не так сложно. Если это не китайский, армянский, японский. Но русский алфавит очень сложный. Он выглядит очень сложным для иностранцев. И нужно много времени, чтобы запомнить буквы и перестать их путать с английскими. Когда я начинала изучать русский язык, я делила буквы на два типа. Нормальные, как на английском, и странные, ни на что не похожи. И я буду поговорить об этом на моем следующем видео. Только недавно я узнала, что часть этих странных букв на самом деле похожи на греческие буквы. То есть русский алфавит — это такой славянский ребенок латинского и греческого алфавитов, и у него сложный характер. В русском есть много странных букв и звуков, сделанных специально для русского языка. Я недавно узнала, что многие иностранцы заканчивают учить русский язык, потому что русский алфавит такой сложный. Это, конечно, очень жалко, просто им нужно было больше терпения. Но все такие алфавиты, правда, намного сложнее, чем в других языках. Мягкие твердые звуки. Может ли иностранец говорить без акцента? Может или может быть, но я в это не верю. В русском языке есть много правил для правильного произношения. И их нужно не только запомнить, но и правильно применять. Часто иностранцам сложно просто произнести какие-то русские звуки или даже просто услышать разницу между какими-то словами. Для меня самое сложное в русском произношении – это различать твердые и мягкие звуки. В русском языке многие согласные могут быть мягкими и твердыми, причем от этого зависит смысл слова. Например, слово «брат». Но если добавить волшебную русскую букву мягкий знак, то «брат» превратится в глагол «брать». И если убрать мягкий знак в слово «мат», то мы увидим нехорошие слова. В английском такого просто нет. Поэтому мне было очень сложно услышать разницу между твердыми и мягкими звуками и научиться их произносить. Ударение. Но это еще не все. Даже иностранец научится различать и произносить твердые и мягкие звуки, он видит еще один проблему. Ударение. Это правда грустно, когда ты знаешь слова, но не знаешь, как поставить ударение. Да, это тоже правда, что иностранцы часто смеются над русским акцентом, когда они говорят по-английски. Но мне кажется, что когда иностранцы говорят по-русски, это намного смешнее. Например, слово «писать». Если вы говорите это с правильным ударением, будет означать совсем другое. Я буду писать. Я буду писать. И таких примеров можно найти очень много. Падежи. А сейчас давайте поговорим о моем лучшем враге. Падежи. Ну, это просто кошмар. Если бы они были живыми, я думаю, я бы могла их убить, чтобы сделать русский язык проще. Но даже это страшно, потому что их много. 6. Именительный падеж, родительный падеж, дательный падеж, повелительный падеж, творительный падеж и забыла. Предложный падеж. В английском языке у существ
видел них всего несколько форм. И не нужно учить падежи. Я не понимаю, почему это так сложно. Это как выучить таблицу Менделеева. Конечно, я шучу. Выучить падежи намного сложнее. Но это, конечно, далеко не все сложности, с которыми встречаются иностранцы, когда учат русский язык. Мне кажется, что все русские очень повезло. Им только нужно иметь русских родителей и родиться и расти в России, чтобы хорошо говорить по-русски. Если вы русский и вам повезло, нажмите лайк. А если вы иностранец и тоже изучаете русский язык, пожалуйста, расскажите в комментариях, что для вас самые сложные в его изучении. Спасибо вам. Ну все, ребята, я думаю, это все на сегодня. Спасибо вам за просмотр и до встречи на моем следующем видео. Всех обнимаю. Пока.